Середина XIX века. Две абсолютно разные планеты по какой-то роковой ошибке оказались заперты в границах одного государства. Первая планета — это залитый солнцем неторопливый юг. Здесь среди бескрайних хлопковых полей высятся роскошные белые поместья с колоннами. Внутри — изысканные манеры, разговоры о фамильной чести, дорогие французские вина и балы. Это мир, который отчаянно пытается зафиксировать время, воссоздав идеалы старой аристократической Европы. Но у этого глянцевого кадра есть страшная изнанка. Вся эта утонченная цивилизация держится на спине человека, согнувшегося под палящим солнцем. На рабстве, которое здесь считают не просто нормой, а священным естественным порядком вещей. А всего в нескольких сотнях километров к северу бурлит совсем другая жизнь. Там небо затянуто дымом фабричных труб, стучат паровые молоты, а порты задыхаются от сотен прибывающих кораблей. Это мир Севера, шумный, прагматичный, верящий в технический прогресс, образование и личный успех. Здесь статус человека определяет не происхождение его предков, а его собственный труд. Эти два мира читали одну и ту же Библию, молились одному Богу и одинаково клялись в верности американской свободе. Но саму свободу они понимали настолько по-разному, что компромисс стал физически невозможен. Две цивилизации строили два противоположных варианта будущего на одной земле. И этот узел уже невозможно было развязать чернилами на бумаге. Его можно было только разрубить штыками. Сегодня мы проведем глубокий анатомический разбор гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. Мы не будем уходить в сухие экономические таблицы или простое перечисление дат. Мы разберем этот конфликт как столкновение двух фундаментальных человеческих моделей, двух образов мышления и двух полярных укладов жизни, которые сошлись в лобовом столкновении за право решать, какой будет планета дальше. Попробуйте на секунду поймать это ощущение. Вы засыпаете в мире, где ваш сосед, ваш соотечественник, вы строите общие планы, а через несколько месяцев вы будете смотреть на него через прицел винтовки. Что должно произойти в голове у людей, чтобы они решились на такое? Обязательно досмотрите это видео до конца, подпишитесь на канал и поставьте лайк, потому что сегодня мы пошагово пройдем этот путь психологического надлома нации. Чтобы понять, почему жители одной страны начали с яростью смотреть друг на друга через прицелы винтовок, нужно заглянуть внутрь их домов. Обычный день южанина и северянина XIX века – это две разные исторические эпохи, существующие одновременно. Юг сознательно консервировал прошлое. Жизнь богатого плантатора напоминала уклад европейского дворянина прошлых веков. Время здесь текло медленно, ценились семейные корни, верховая езда, дуэли за правое слово и неспешные вечерние приемы. Земля была главным мерилом престижа. Сама мысль о том, чтобы пачкать руки чернилами в конторе или работать у станка, считалась среди южной элиты недостойной джентльмена. Но этот красивый, почти рыцарский фасад полностью опирался на тотальное бесправие миллионов людей. Жизнь раба на плантации — это монотонный, изнурительный труд от рассвета до заката, свист бича надсмотрщика, полное отсутствие личных прав и постоянный страх, что на ближайшем аукционе твою семью навсегда разделят, продав детей в другой штат. На этом страшном контрасте между утонченной культурой господ и бесчеловечным подавлением слуг строился весь фундамент южного быта. На севере в это же время ковался человек совершенно иного склада, яростный, спешащий и предприимчивый. Города севера росли как на дрожжах, наполняясь гулом голосов сотен тысяч иммигрантов из Европы. Здесь утро начиналось не с пения птиц над верандой поместья, а с пронзительного гудка фабрики. Типичный северянин – это либо городской рабочий, мечтающий накопить на собственную мастерскую, либо независимый фермер, который сам своими руками расчищал участок земли на Диком Западе и пахал его без помощи рабов. На севере закладывался культ человека, который сделал себя сам. Здесь ценилась личная энергия, изобретательность и грамотность. На юг северяне смотрели с презрением, считая его застывшим, ленивым болотом, которое тормозит развитие всей нации.
Южане же платили им взаимной ненавистью, видя в жителях Севера бездушных, грубых эгоистов, потерявших уважение к традициям и Богу ради погони за новизной. Ментальный раскол между цивилизациями не происходит в один день. Прежде чем пролилась первая кровь на полях сражений, Север и Юг развернули беспрецедентную по своей ярости информационную и культурную войну. Газеты, журналы, церковные проповеди и художественная литература превратились в идеологическое оружие массового поражения. Каждая сторона стремилась не просто доказать свою правоту, а полностью демонизировать образ жизни соседа. В 1852 году в этой культурной войне произошел взрыв колоссальной силы. Из-под пера скромной писательницы Гарриет Бичер Стоу выходит роман «Хижина дяди Тома». Это не была сложная философская работа. Это была простая, бьющая по живым эмоциям история о страданиях, благородстве и гибели чернокожего раба. Книга произвела на Севере эффект разорвавшейся бомбы. Миллионы людей, которые раньше вяло интересовались политикой, читали страницы романа со слезами на глазах. Они впервые отчетливо увидели весь ужас рабовладения. Разлучение матерей с детьми на аукционных площадках, жестокость надсмотрщиков и абсолютную бесправность человеческой жизни. Роман мгновенно стал абсолютным бестселлером, уступая по тиражам только Библии. Культурный ландшафт Севера изменился навсегда. Рабство из далекой политической проблемы превратилось в личный, глубокий моральный грех каждого американца, потворствующего этой системе. Рассказывают, что когда Авраам Линкольн спустя годы встретил писательницу, он воскликнул: «Так это вы та маленькая женщина, которая написала книгу, развязавшую эту большую войну?» Юг отреагировал на этот культурный вызов с невероятной агрессией и глубинным оскорблением. Плантаторы и южная пресса объявили роман грязной ложью, фальшивкой и дешевой пропагандой северных радикалов. В ответ на Севере и Юге возникла целая индустрия так называемой литературы антитома. Южные авторы принялись массово выпускать романы, в которых рабство изображалось как пасторальная идиллия. В этих книгах счастливые поющие темнокожие слуги искренне любили своих господ, а добрые хозяева заботились о них, как о родных детях. Южная пропаганда пошла еще дальше, развернув мощную контратаку на сам уклад жизни Севера. Журналисты Юга писали, что настоящие рабовладельцы — это капиталисты северных штатов. Они называли свободных рабочих Севера белыми рабами капитала, утверждая, что те работают на грязных фабриках по 14 часов в сутки за жалкие гроши, дышат ядовитым дымом, а когда заболевают или стареют, хозяева безжалостно выбрасывают их на улицу умирать в нищете. Юг гордо заявлял, что его патриархальная модель намного гуманнее, стабильнее и чище, чем бездушное, погрязшее в эгоизме и пороках урбанизированное общество Севера. Эта информационная война привела к тому, что к концу 1850-х годов обе стороны полностью перестали слышать друг друга, видя в соседе либо кровожадного рабовладельца, либо безумного фанатика, желающего уничтожить чужую культуру. Пока две цивилизации оставались внутри своих исторических давно очерченных границ, они еще могли худо-бедно сосуществовать, сохраняя хрупкий политический баланс. Но Соединенные Штаты Америки XIX века не стояли на месте. Страна стремительно, лавинообразно расширялась на запад. Новые земли, отвоеванные у Мексики или выкупленные у Франции, требовали освоения и юридического статуса. И именно этот территориальный рост стал тем самым триггером, который превратил вялотекущий спор в смертельную схватку. Каждый раз, когда очередная дикая территория готовилась стать полноправным штатом, в Вашингтоне вспыхивала яростная политическая буря. Вопрос стоял жестко: какая человеческая модель займет эти бескрайние просторы? Будет ли это земля свободных фермеров, строящих свои хозяйства собственным трудом? Или же туда придут богатые плантаторы со своими рабами, скупая лучшие участки и вытесняя независимых бедняков? Для Юга расширение географии рабства было вопросом выживания. Если новые штаты станут свободными, Юг навсегда потеряет большинство в Сенате и Конгрессе, а значит, рано или поздно Север сможет законодательно задушить Южный уклад.
Для Севера же уступка западных земель рабовладельцам означала предательство американской мечты о свободной земле для свободных людей. В 1854 году политики попытались найти компромисс, приняв закон о Канзасе и Небраске. Он гласил, что отныне жители самих этих территорий должны решать на голосовании, быть их штату свободным или рабовладельческим. То, что задумывалось как торжество демократии, обернулось настоящей гуманитарной катастрофой. Канзас мгновенно превратился в точку притяжения для радикалов со всей страны. С юга, особенно из соседнего Миссури, потянулись вооруженные отряды плантаторов, готовые силой и фальсификациями захватить избирательные участки. С севера хлынули эшелоны идейных противников рабства, спонсируемые общественными организациями, которые закупали для них новейшие нарезные карабины. Канзас вспыхнул. Регион погрузился в пучину партизанской войны, вошедшей в историю как «Кровавый Канзас». Вооруженные банды жгли фермы оппонентов, устраивали засады на дорогах и безжалостно расстреливали мирных жителей просто за их политические взгляды. Именно здесь, в прериях Канзаса, за несколько лет до официального начала гражданской войны, американцы начали массово и с упоением убивать друг друга. Это была страшная, наглядная демонстрация того, что компромисс моделей полностью провалился на самом низовом человеческом уровне. Люди поняли, что мирное голосование больше не способно решить этот цивилизационный спор. К концу 1850-х годов страна подошла в состоянии крайнего ментального напряжения. Каждое новое событие лишь утверждало граждан в мысли, что совместное проживание в одном государстве подходит к концу. В этот период произошли две важнейшие точки психологического невозврата, окончательно разрубившие последние юридические и моральные связи между Севером и Югом. Первой точкой стал вердикт Верховного суда по делу Дреда Скотта в 1857 году. Дред Скотт был темнокожим рабом, которого хозяин-офицер годами возил по военным делам в свободные от рабства северные штаты и территории. После смерти хозяина Скотт обратился в суд, резонно утверждая, что длительное пребывание на свободной земле автоматически делает его свободным человеком. Дело дошло до высшей судебной инстанции страны. Верховный суд, в котором на тот момент доминировали судьи-южане, вынес леденящее душу решение. Суд постановил, что ни один чернокожий американец, будь он рабом или свободным, не является и никогда не может стать гражданином США, а значит, не имеет права искать защиты в суде. Более того, судьи объявили, что Конституция защищает право частной собственности в таком абсолютном объеме, что Конгресс вообще не имеет права запрещать рабство на каких бы то ни было территориях. Для Севера это решение стало глубочайшим шоком и пощечиной. Оказалось, что законы свободных штатов больше ничего не значат, а рабовладельческое лобби фактически подчинило себе высшую судебную власть страны, навязывая свои порядки всей нации. Доверие северян к государственным институтам было подорвано окончательно. Второй точкой невозврата, но уже с религиозно-мистическим оттенком, стало восстание Джона Брауна в 1859 году. Джон Браун был радикальным, глубоко верующим противником рабства, который считал себя орудием в руках Бога, призванным сокрушить это зло. В октябре он вместе с крошечным отрядом единомышленников, среди которых были и его собственные сыновья, совершил дерзкий налет на федеральный военный арсенал в городке Харперс-Ферри в Виргинии. План Брауна был безумен и велик – захватить оружие, раздать его окрестным рабам, поднять массовое вооруженное восстание и уйти в горы, чтобы начать партизанскую войну против плантаторов. Но рабы, запуганные вековым террором, не поддержали бунтовщиков. Отряд Брауна был заблокирован в здании арсенала морской пехотой под командованием полковника Роберта Ли. В ходе штурма сыновья Брауна погибли у него на руках, а сам он, тяжело раненый, был захвачен в плен. Суд Виргинии приговорил Джона Брауна к смертной казни через повешение за измену штату. И то, как отреагировало общество на эту казнь, окончательно разделило нацию. Для Севера Джон Браун, державшийся на суде с невероятным библейским достоинством, стал святым мучеником. В день его казни в северных городах приспускали флаги, звонили церковные колокола,
а тысячи людей выходили на траурные митинги. Но для Юга этот же самый человек был кровавым террористом, чудовищем и исчадием ада. Южане пришли в неописуемый ужас от того, что Север открыто оплакивает человека, который пришел в их дома, чтобы поднять рабов на резню их жен и детей. На Юге началась настоящая паника. Штаты принялись спешно формировать и вооружать местную милицию, готовясь к неминуемому нападению. Моральный мост между двумя частями страны был сожжен. Постепенно все эти бытовые конфликты, территориальные споры и судебные скандалы отлились в жесткую, бескомпромиссную философскую систему. Жители Севера и Юга больше не спорили о частностях, они спорили о фундаментальных основах человеческого общежития. На этой почве возникла идейная пропасть, которую невозможно было заполнить никакими взаимными уступками. На Севере сформировалась цельная философия свободного труда. Для северянина право человека владеть результатами своей работы, свободно менять профессию и стремиться к личному успеху было не просто экономическим принципом, а религиозным и моральным долгом. Считалось, что общество, где один человек может полностью владеть телом и душой другого, проклято и неизбежно обречено на цивилизационное бесплодие. Рабство воспринималось обществом Севера как абсолютный моральный грех, который пятнает репутацию молодой республики перед всем миром, превращая декларацию о том, что все люди рождены равными, в лицемерный фарс. На Юге в ответ на эту критику выстроили свою, на удивление, монолитную философскую защиту. Южные интеллектуалы, ученые и проповедники с церковных амвонов доказывали, что неравенство людей – это фундаментальный, мудрый закон природы и божественного замысла. Они утверждали, что великие цивилизации древности, от античной Греции до Римской империи, были построены исключительно на рабском труде, который освобождал высшую расу для занятий искусством, политикой и наукой. Юг искренне считал свою общественную модель более гармоничной, стабильной и чистой. Этот духовный раскол намертво завязался на фундаментальный юридический вопрос: что такое Соединенные Штаты Америки? Взгляд Севера – это единый, священный и неделимый организм. Нация, созданная волей всего американского народа, где федеральное правительство в Вашингтоне обладает высшим моральным и юридическим авторитетом, а штаты являются лишь частями единого целого. Взгляд Юга – это всего лишь добровольный договорной союз независимых суверенных республик. Южанин в первую очередь чувствовал себя гражданином своего родного штата. Для них центральная власть была лишь временно нанятым управляющим, и если этот управляющий начинал навязывать свои правила, покушаясь на вековой уклад их жизни, штат имел полное законное право аннулировать договор, забрать свое имущество и выйти из союза. Когда политика и философия заходят в абсолютный тупик, на сцену выходит чистая психология, экзистенциальный страх, гордыня и ощущение загнанности в угол. Главной точкой невозврата стали президентские выборы 1860 года, на которых победу одержал кандидат от новой республиканской партии Авраам Линкольн. Линкольн не был радикальным фанатиком. Он не собирался немедленно насильственным путем запрещать рабство там, где оно уже веками существовало. Но он твердо и открыто заявил: «Мы не позволим этому институту распространяться ни на 1 метр новых земель Запада». Для Юга это прозвучало как окончательный смертный приговор. Южная элита отчетливо поняла, что в быстро меняющемся мире они навсегда остаются в изоляции и меньшинстве. Их охватил панический страх. Страх потерять свою уникальную культуру, свое политическое влияние и свой привычный комфортный мир. Вспыхнула мгновенная цепная реакция. Один за другим южные штаты начали заявлять о своем официальном выходе из состава страны и создавать собственное независимое государство – конфедерацию. В этот момент и произошел главный психологический надлом нации. Самая большая, глубокая трагедия гражданской войны заключалась в том, что обе противоборствующие стороны искренне, всецело считали себя настоящими патриотами и единственными законными наследниками американской революции.
Добровольцы Севера шли в бой с полной уверенностью, что они спасают великое наследие отцов-основателей, защищают законность и оберегают единство Родины от клятвопреступников и мятежников. Добровольцы Юга были железно убеждены, что они в точности повторяют подвиг своих дедов, боровшихся против английской короны, и точно так же защищают свою родную землю, свои дома и свою личную свободу от диктата тиранического правительства. Вчерашние добрые соседи, однокурсники по престижным военным академиям и даже родные братья внезапно увидели друг в друг смертельных, безжалостных врагов. Компромисс стал физически невозможен именно потому, что ни одна из сторон не могла уступить, не предав при этом свои главные человеческие ценности. Война перестала быть просто затянувшимся политическим спором, она превратилась в священную войну за право определять лицо будущего. 4 года беспрецедентной кровопролитной бойни, гражданская война, в США стала первой катастрофой совершенно нового индустриального типа, где сама логика боевых действий напрямую отражала уклады противоборствующих цивилизаций. Это было лобовое столкновение романтического феодализма и прагматичного индустриального катка. Юг воевал точно так же, как и жил, как блистательный, но архаичный рыцарский орден. У конфедерации была великолепная потомственная кавалерия, ведь каждый южанин с детства уверенно держался в седле. У них были выдающиеся, талантливые генералы старой школы, такие как легендарный Роберт Ли, обладавшие безупречным тактическим гением. Южане имели колоссальную личную мотивацию, ведь они воевали на своей территории, защищая собственные пороги. В первые годы войны они одерживали одну блистательную победу за другой, уповая на личную отвагу, лихие кавалерийские наскоки и изящные маневры. Они искренне верили, что один сокрушительный удар по армии северян заставит Вашингтон признать их независимость. Но Север воевал как огромная, отлаженная промышленная машина. Сначала генералы Севера совершали глупые ошибки, терпели позорные поражения и демонстрировали полную нерешительность. Но за спиной северных солдат стоял колоссальный, неутомимый тыл. Пока Юг постепенно задыхался в морской блокаде, теряя возможность продавать свой хлопок и закупать оружие в Европе, заводы Севера работали в 3 смены, непрерывным потоком штампуя тысячи новейших винтовок, дальнобойных орудий, миллионы патронов и качественную форму. Железнодорожные сети Севера позволяли мгновенно перебрасывать целые армии на огромные расстояния, обеспечивая бесперебойную логистику. Когда во главе армии Севера встали генералы новой формации, такие как Улисс Грант и Уильям Текумсе Шерман, стратегия изменилась коренным образом. Они полностью отказались от старых представлений о рыцарских правилах ведения войны и перешли к концепции тотальной войны на уничтожение. Генерал Шерман совершил свой знаменитый страшный марш к морю. Его армия железным катком прошла сквозь всю Джорджию, сознательно и методично уничтожая всю инфраструктуру юга. Северяне не просто воевали с солдатами противника, они сжигали дотла хлопковые амбары, разрушали мосты, взрывали железнодорожные пути, резали скот и уничтожали фермы. Они лишали юг самой биологической возможности продолжать сопротивление. Романтическое мужество южной аристократии было буквально перемолото, раздавлено и сожжено безжалостной, прагматичной индустриальной машиной Севера. Весной 1865 года истощенный, истекающий кровью юг капитулировал. Великая победа человеческого достоинства была завоевана. Знаменитая 13-я поправка Конституции навсегда стерла позорное пятно рабства с карты Соединенных Штатов Америки. 4 миллиона чернокожих рабов в один миг обрели долгожданную личную свободу. Но эта победа была куплена немыслимой, страшной ценой. Более 600 тысяч погибших сограждан, разрушенные города и выжженная земля. И в этот момент, когда нация сделала первый робкий вдох в надежде на мир, произошла новая трагедия. 15 апреля 1865 года в ложе театра Форда в Вашингтоне раздался роковой выстрел. Актер Джон Уилкис Бут, фанатичный сторонник конфедерации,
пулей в затылок смертельно ранил президента Авраама Линкольна. Это убийство не было стратегическим ходом. Это был последний, слепой и яростный акт мести умирающего Старого Юга. Линкольн, обладавший колоссальной политической мудростью, планировал провести мягкую, милосердную интеграцию побежденных штатов обратно в состав Союза, без массовых казней и жестоких репрессий. Но с его гибелью к власти на севере пришли радикалы, жаждущие возмездия. На замену Линкольну пришла эпоха, вошедшая в историю как реконструкция Юга. Южные штаты были лишены гражданских прав и разделены на военные округа под управлением боевых генералов Севера. На юг хлынули тысячи предприимчивых и циничных северян, которых презрительно называли саквояжниками. Используя нищету и растерянность местного населения, они за бесценок скупали земли, фабрики и разорившиеся плантации, устанавливая свои жесткие порядки. Местная южная элита была полностью отстранена от управления. Эта насильственная, жесткая военная оккупация на долгие десятилетия превратила некогда гордый и богатый юг в депрессивную, нищую и глубоко озлобленную внутреннюю колонию. И именно из этой глубочайшей психологической травмы, из нищеты и уязвленной гордости, на юге родилась страшная ответная реакция. Для подпольной борьбы с северянами и получившими права темнокожими гражданами возникли тайные террористические организации, самой известной из которых стал Ку-Клукс-Клан. Оккупация рано или поздно закончилась, но на смену ей на юге пришли позорные законы Джима Кроу, установившие жесткую расовую сегрегацию. Единство страны было спасено, но оно было куплено ценой глубокой, подспудной и незаживающей ненависти, шрамы от которой отчетливо видны в американском обществе и сегодня. Путь Соединенных Штатов через ад гражданской войны – это леденящая душу хроника того, как две фундаментальные модели человеческого бытия не смогли ужиться на одной земле. Они не договорились не потому, что их лидерам не хватило дипломатического такта. Они не договорились, потому что сошлись две абсолютно взаимоисключающие концепции свободы. Чтобы одна цивилизация могла жить, расти и строить мир городов, передовой индустрии и личного успеха, другая цивилизация, патриархальная, основанная на жестком принуждении и сословной иерархии, должна была полностью погибнуть. Америка вышла из этого пламени единым государством, но это единство больше не было добровольным соглашением свободных сторон. Оно было принудительно сварено в огне тотальной войны и намертво скреплено штыками победителей. На костях старого мира родилась новая, колоссальная сверхдержава, которая отныне мыслила исключительно категориями непрерывного технического прогресса и диктата силы. Эта грандиозная историческая драма до сих пор заставляет людей ломать копья в спорах. Можно ли было избежать этой страшной бойни, если бы политики Севера проявили больше гибкости, а общество не поддалось бы взаимной радикализации? Или этот глубинный конфликт ценностей и укладов жизни изначально был заложен в саму основу государства как неизбежная мина замедленного действия, которую невозможно было разрядить мирным путем? Что думаете вы? Был ли этот кровавый цивилизационный слом единственным билетом в будущее? Или нация просто принесла в жертву сотни тысяч собственных граждан ради торжества одной модели над другой? Пишите ваше развернутое мнение в комментариях под этим видео. Давайте детально обсудим этот сложнейший исторический узел. И не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик и обязательно поставить лайк, если вам нравятся наши честные и подробные исторические разборы. До встречи в следующем выпуске!